Всем привет, друзья! В этом видео попробуем элементарный способ сборки 3D принтера или гравера на базе конструкционного профиля, OpenBuilds профиля. Точнее, речь пойдет о варианте крепления самих элементов конструкции между собой, который, в общем-то, давно практикуется многими производителями данных устройств. В данном варианте есть множество моментов, о которых будет полезно узнать тем, кто планирует собирать свой самодельный 3D принтер или лазерный гравер. Ну или есть желание модернизировать уже имеющийся 3D принтер. С неудачными принтерами это на самом деле наболевшая тема. К примеру, в моем случае это хреновое качество печати на Tevo Tarantula. Не путать с Tevo Tarantula Pro. Речь еще о первой модели с кучей проблем, типа акриловых кареток, рамы из профиля T-слот вместо V-слот. Кстати, на тему, какой нужно выбрать профиль, было прошлое видео. Советую обязательно перейти и посмотреть. Что там еще? В целом у первой Тарантулы очень хлипкая рама. Из-за довольно-таки экономичной конструкции ее не слабо так перекашивает по отношению оси Z к Y. Подробнее о всех болячках можете посмотреть в обзоре на этот 3D принтер. Продать за дорого его не продашь, а вот с небольшими вложениями и руками откуда надо довести до ума можно. Короче, было принято решение переделать раму как у нормальных плюшеподобных 3D принтеров. К примеру, как у Tevo Tornado или у того же Creality CR10. Чем, собственно, достигнется увеличение прочности, принтер станет компактным, если перенести вниз электронику, ну и, конечно, улучшится качество печати. Перед тем, как закупать экструзионный ЧПУшный профиль, смоделировал раму в Саппор. После чего стало понятно, какие размеры нужны и где какой ставить. Главной задачей при моделировании было оставить возможным ход стола не менее 220 мм. Но при этом двигатель и натяжитель спрятать вовнутрь рамы. Были приобретены профили «Собери-завод». Это не реклама, честно сказать, в Москве альтернативы вроде как больше и нет. Ну разве что с Али заказывать, а смысл за те же деньги, но при этом ждать месяц. Единственный минус профилей «Собери-завод» на данный момент они перестали продавать крашеный профиль, а не крашеный немного мажется. Но с другой стороны, часто ли приходится лапать и браться за раму? Вот в таких упаковках реализуется профиль. Обратите внимание, производитель защищает торцы профиля плотным картоном, что в общем-то приятно. Чувствуется забота о потребителе. В комплекте также профили на ось Z и X. Итак, соберем, прикинем, что к чему. Ну вот, что-то у нас должно получиться, что-то вот типа того. Выполнить крепление профиля на углах можно специальными уголками. Я решил пойти другим путем, так как считаю его более дешевым, но при этом более надежным. Угловое крепление будет произведено с помощью вот таких болтов под шестигранник. Подобрал размер длиной 50 мм с резьбой М6. При таком варианте соединения главное нарезать необходимые отрезки профиля под прямым углом с высокой точностью, что в общем-то можно сделать при заказе профиля «Собери-завод». То есть при заказе на сайте «Собери-завод» тупо указываете размеры, то есть здесь есть карта раскроя, указываете размеры. Отдельно рез небольшого профиля стоит что-то в районе 20 рублей. Заказываете, оплачиваете. Заказ готовится в течение 2-3 дней, после чего можно приезжать и забирать комплект. Болты свободно продаются в автозапчастях и строительных магазинах. Конечно, можно закрепить все и обычными болтами под ключ, но мой перфекционизм мне потом не даст покоя. Поэтому сделаем нормально, заподлицо, чтобы нигде ничего не торчало и не задевало. Итак, давайте приступим к сборке. Постараюсь показать все максимально подробно. Намечаем, где нужно просверлить отверстие. Процесс сверления не снимал, там ничего сложного, обычные слесарные работы. Не кернил, просверлил тупо на полу шуруповертом, подложив деревяшку.
Ни сверлильного станка, ни стойки для дрели у меня нет, но, честно сказать, после таких манипуляций я уже задумался над его приобретением. Алюминий сверлится легко, единственное, тяжело далось расширение пазов под шляпку болта, поэтому получилось не очень аккуратно. Отверстие под болт диаметром 6,5 мм, а расширение под шляпку десятка. Далее нарезаем резьбу в отверстиях, что идут по всей длине профиля. Обратите внимание, что это толстостенный профиль, в котором реально нарезать резьбу. А есть еще тонкостенные профили, где запаса по толщине нифига нет. Так что при выборе обратите на это внимание. При нарезке резьбы обязательно смазываем метчик моторным маслицем, если не хотим оставить его кусок в отверстие. В случае с мягкими металлами это, можно сказать, неизбежно. Все отверстия в профилях пришлось немного рассверлить диаметром на 6 мм и глубиной где-то до 5 мм, так как резьба на болтах не на всю длину. Со всех 4 углов должно получиться примерно вот так. Ну и далее приступаем к сборке нашей рамы. Да, кстати, конкретно по этому периметру из профиля не будут передвигаться какие-либо каретки. И, соответственно, ролики кататься по нему не будут. Поэтому я выбрал для этой задачи, конечно же, профиль T-слот, так как он дешевле. Размеры, значит, следующие. Сам профиль 20 на 40, боковины длиной 360 мм, поперечины по 400. В итоге вот эта нижняя часть получилась 400 на 400 мм. Профиль Сибиризавод мне очень понравился. Его без проблем можно рекомендовать. В особенности понравилось качество резки. Тут, что называется, вообще тютелька в тютельку. И угол 90 градусов, и длина та, что заказывал. Результат сборки превзошел все ожидания. Что слесарным уголком я мерил, что диагонали рулеткой, все четко и ровно. В плоскости то же самое, ничего не перекашивает. На данный момент нижняя часть рамы пока еще на следующем этапе. Ну, я надеюсь, вы понимаете, чтобы видео не были слишком длинными, решил всю сборку разбить на части. На данный момент закреплены профили V-слот 20 на 20, по которым уже катается каретка. Эти профили закреплены на силуминовых уголках от того же Сибиризавод. Были опасения, что конструкция будет слабо удерживать каретку. Профили будут прогибаться. Однако это не так, все нормально держится, ничего не прогибается. Каретка, конечно же, алюминиевая, да и все каретки менял на алюминиевые в свое время. Считаю, это самое первое, что нужно сделать с данным 3D принтером. Как избавлялся от акрила, можете посмотреть в отдельном видео, ссылочка будет в подсказке. Каретке просверлил отверстие для роликов пошире, чтобы сделать поустойчивее стол. И скажу я вам, прифигел от того, насколько он стал более устойчивым, при том, что ролики особо не затянуты. Ход каретки легкий, каретка передвигается даже под собственным весом легко и плавно. Напоминает проверку кареток на рельсах MGM. Ну, тут еще несомненно заслуга профиля V-слот. Шаговый двигатель NEMO 17 закреплен алюминиевой пластиной. Такую пластину можно купить на Али во многих магазинах с CNC комплектующими. С противоположной стороны планируется смоделировать натяжитель, который будет крепиться за поперечный профиль. Получается такое альтернативное расположение двигателя в вертикальном направлении, в отличие от многих прюшеподобных. Кстати, у Тарантулы Pro сделано именно так. Двигатель расположен внутри и при этом ничего не торчит. Плату управления планируется разместить под столом, стол перевести на 220 вольт, что позволит отказаться от шумного стокового родного блока питания на 12 вольт, заменив его на блок питания 24 вольта с пассивным охлаждением. Места под столом для этого вполне хватит, так как будут установлены демпферы, что еще высвободит 1,5 см под столом. То есть примерно будет около 6 см, что считаю для электроники вполне достаточно. Единственное, что будет торчать, это дисплей в отдельном корпусе. Данная модернизация обойдется всего в $25, с учетом того, что планируется поменять профили на осях Z и X. Так как вот это, ребята, на самом деле безобразие.
Износ роликов на профиле T-Slot. Меня спрашивают, типа, технарь, собирал бы уже куб? Ну, куб, ребята, будет, но не из профиля, а из стали. Уже приехал кит-набор и ждет своего времени. Пока не скажу чей, всему свое время. В общем, таким же образом можно собрать раму и для куба с кинематикой Core XY или HBot, или раму для лазерного гравера. Ну, с этим вообще гораздо все проще будет. Как видите, в таких обычных, не то чтобы гаражных, а даже балконных условиях можно собрать полноценную крепкую раму для 3D принтера или гравера, либо для каких-то других легких устройств ЧПУ. На этом, конечно, история не заканчивается, ждите продолжения, подробно покажу, как что собирал, крепил и так далее. А на этом пока все, желаю всем качественной 3D печати, удачи и до скорого.